Скажите честно, вам действительно нужен в машине встроенный проектор, чтобы смотреть кино где-нибудь в лесу, или душ в багажнике? А может, управление жестами, когда ты просто потянулся поправить волосы, а машина уже переключила трек или кому-то позвонила? Сейчас кажется, будто китайские производители устроили настоящую гонку. Кто добавит больше экранов, подсветок, эффектов и функций ради того самого вау. На презентациях, конечно, это выглядит круто. Огромные дисплеи, холодильники, массажи, ароматизация, автопилоты, но проходит пару месяцев. И половиной этих опций люди либо вообще не пользуются, либо вспоминают о них несколько раз в год. И вот тут появляется очень интересный вопрос. А что если убрать из машины весь этот цифровой аттракцион? Оставить только то, чем реально пользуешься каждый день. Просторный салон, нормальный запас хода, комфорт, экономичность и адекватную цену. Как вы думаете, такое вообще возможно сегодня? И похоже, у совместного американо-китайского предприятия General Motors и SAIC, которое выпускает автомобили под маркой Wuling, есть свой ответ на этот вопрос. Причем ответ получился очень неожиданным. Они взяли и сделали огромный семейный кроссовер, который стоит как бюджетный седан. Но при этом выглядит совсем недешево, более того, едет и ощущается намного дороже своей цены. Знакомьтесь, Wuling Starlight L. Почти 5-метровый семейный кроссовер с гибридной установкой и запасом хода более 1000 километров. И все это от $18 тысяч. Да, вы не ослышались. И мы уверены, что у многих сейчас в голове только один вопрос. Как вообще такое возможно? А секрет оказался довольно простым. Производитель не стал гнаться за модными понтами. Здесь нет дорогущих автопилотов, встроенных холодильников и прочих игрушек, которые красиво смотрятся в рекламе, но редко нужны в реальной жизни. Вместо этого простор, практичность, экономичность и все то, что действительно важно для семейного автомобиля. И вот теперь самое время разобраться, что же Американо-Китайский союз предлагает за эти без преувеличения смешные деньги и где здесь подвох, если он вообще есть. Смотрите, Wuling Starlight L – это тот редкий случай, когда китайский кроссовер не пытается выглядеть космическим кораблем. Тут все по-мужски – массивный кузов, спокойный дизайн и никаких странных линий ради вау-эффекта. И согласитесь, выглядит он намного дороже своей цены. И самое удивительное – это, вероятно, один из самых доступных полноразмерных гибридных кроссоверов в Китае. Да еще и с гарантией 6 лет или 150 тысяч километров. Спереди установлена умная решетка радиатора с активными заслонками. Причем это не какая-то дорогая опция, система идет уже в базе. Машина сама открывает и закрывает заслонки для лучшей аэродинамики и экономии топлива. Фары полностью светодиодные и разделены на 2 яруса. Выглядит современно, но без перебора. Сбоку классические дверные ручки. Наконец-то кто-то вспомнил, что ими должны удобно пользоваться люди, а не только дизайнеры. И да, уже с завода здесь стоят бескомпромиссные 20-дюймовые диски. Сзади фонари сделали в виде узких скошенных полос, а между ними проходит светящаяся линия. Длина почти 5 метров, 4980 миллиметров. Ширина 1930, высота 1760, а колесная база 2950 миллиметров. Клиренс производитель пока не раскрыл, но, судя по пропорциям, с этим тут тоже должен быть порядок. Подвеска. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Весит кроссовер больше 2 тонн, 2100 килограммов. Внутри здесь все сделано по принципу без перегруза, но с умом. Создатели явно не пытались устроить внутри космический корабль с десятком экранов и миллионом кнопок. Они пошли по пути разумной достаточности, и, честно говоря, это даже подкупает. Салон строго шестиместный, 3 ряда, по 2 кресла. Да, интерьер не кричит «Вау, смотрите, какой футуризм», но выглядит аккуратно и дороже, чем стоит. Приборная панель на 8,8 дюйма встроена очень гармонично, а вот по центру уже красуется огромный планшет мультимедиа на 12,8 или 15,6 дюйма в зависимости от версии. И самое приятное – голосовой помощник. Сказали включить музыку или климат, и никаких танцев по меню. Рычаг коробки передач вынесли на рулевую колонку. Решение простое, но освобождает место.
А в центре двухуровневый тоннель с двумя площадками для беспроводной зарядки. На втором ряду два капитанских кресла, как в бизнес-классе, электрорегулировки, подогрев, вентиляция. Правда, все это доступно в топе, плюс для правого пассажира есть откидной столик. Третий ряд – неформальность. Производитель уверяет, что там спокойно помещаются взрослые. Ну, спорить не будем, но сам факт уже радует. Отдельный плюс – шумоизоляция. Лобовое и боковые стекла здесь двойные. То есть на трассе можно спокойно слушать музыку, а не гул шин и ветер. Тем более аудиосистема тут может быть на 6, 12 или вообще 21 динамик мощностью 1580 Вт. Панорамная крыша с электрошторкой тоже есть, но уже в дорогой версии. Зато даже стандартная комплектация выглядит очень достойно. Электропривод багажника с памятью положения, бесконтактный доступ, запуск двигателя со смартфона по Bluetooth, подогрев сидений первых двух рядов и круиз-контроль. А вот в максималке начинается уже настоящий премиум. Кожаный мультируль, электроприводы кресел первых двух рядов, двойные стеклопакеты, атмосферная подсветка, адаптивный круиз. Система автономного вождения, камеры 360 и вентиляция сидений передних двух рядов. Ну и напоследок, багажник. В обычном состоянии это 383 литра. Но стоит сложить третий ряд, и объем увеличивается до 1103 литров. Wuling Starlight L – это подзаряжаемый гибрид, и его главный козырь, конечно, запас хода и экономичность. По сути, вы можете спокойно ездить в режиме электрички каждый день. Зарядил и поехал на работу, по делам, по городу, вообще без бензина. А если батарея разрядилась, он не ставит тебя в тупик, а просто переключается на бензин. Тут стоит связка. 1,5-литровый атмосферный мотор на 106 сил и электродвигатель на 231 силу с моментом 280 ньютон. И вот результат. Разгон до сотни за 8,2 секунды для такой крупной машины ощущается очень бодро. Максималка – 190 км в час. При этом расход держится в районе 6 литров, и это уже звучит приятно для семейного кроссовера. Сразу отмечаем важный момент. Эта новинка строго переднеприводная. И вот где начинается самое интересное – экономия. Здесь установлено тяговое литий-железо, фосфатная батарея почти 40 кВт-часа, и на чистой электротяге он способен проехать до 260 км. А если соединить полный бак и полностью заряженную батарею, общий запас хода заявлен до 1260 км. Да, это по китайскому циклу, так что в реальной жизни цифры будут скромнее. По зарядке тоже все довольно практично. С 30 до 80% на быстрой станции, всего около 15 минут. А если подключить обычную домашнюю розетку, полный заряд займет примерно 6,5 часов. Ну что, переходим к самому интересному, к ценам. Новый кроссовер выходит в 3 комплектациях. Базовая версия стартует примерно с $18 000, средняя – около 19 600, а топовая уже тянет на $21 000. Но есть приятный момент. На этапе предзаказа производитель добавляет скидку – почти минус $750, что уже делает предложение еще интереснее. И важно понимать одну особенность – это пока предварительные цены. И довольно часто в китайском маркетинге происходит так, что к моменту старта реальных продаж прайс становится даже чуть ниже. Так что финальная цифра еще может приятно удивить. И вот если собрать все вместе, получается довольно неожиданный вывод. Wuling Starlight L вообще не пытается впечатлить тебя игрушками, он не про шоу, он про жизнь. И в этом, как ни странно, и есть его фишка. Пока другие соревнуются, у кого больше экранов и эффектов, здесь просто сделали машину, в которую ты садишься и спокойно едешь, без лишнего шума и цифрового цирка. Да, он не идеален, и вопросов к нему еще хватает. Но за свои деньги он звучит почти как провокация. А точно ли нам всем нужны все эти вау-функции? Похоже, Wuling просто напомнил очень простую вещь. Иногда самая умная машина – это та, которая не пытается быть умнее водителя. Но главный вопрос все равно остается за вами.
Это честная формула будущего семейных авто или просто слишком хороший компромисс, чтобы быть правдой? Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров. Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов, полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.